Друзья, всем привет из Сальвадора! Всем огромный привет! Вы, как всегда, на канале Big Trip Vlog. И в этом выпуске мы вам покажем, как добраться и как искупаться в горячих источниках Санта-Тереза. В городе Санта-Ана мы нашли более бюджетный вариант жилья. За $20 вы получаете и комнату, и общую кухню, где можно готовить себе завтраки, ужины. Также можно постирать себе одежду, поэтому мы приехали сюда, и сейчас я вам покажу наш небольшой гестхаус. Я его называю гестхаусом, потому что здесь всего лишь 5 комнат. Во время регистрации нам присвоили личный код. В зависимости от жителей он меняется. Оп, и проходим внутрь. Здесь автоматическая регистрация, поэтому мы проходим сразу в общую комнату. Здесь есть несколько диванчиков, отлично ловит интернет, поэтому здесь можно сидеть и просто отдыхать. Также здесь есть столик, где можно пообедать, если вы вдруг готовите сами. Есть несколько книжек, которые можно взять, почитать. Здесь всегда находится помощница, которая готова вам оказать любую помощь. Здесь всего 5 комнат. Стена украшена различными цветами. Здесь находится кухня, которой можно пользоваться. Здесь готовить, есть тостер, есть микроволновая печь, даже есть соковыжималка и различные специи для готовки. Помимо этого можно пользоваться посудой, холодильником, и за дополнительную плату можно постирать вещи. Комната просторная, есть двухспальная кровать. Картина, которая украшает стену. Также помимо этого у нас есть рабочий столик. Самое такое необходимое для того, чтобы монтировать наши видео, работать. Есть телевизор, отлично работает Wi-Fi. Помимо этого есть и кондиционер, и вентилятор, зеркало в полный рост. Ну а для того, чтобы разместить все наши вещи, мы, конечно же, используем этот шкаф. Из необычного то, что здесь есть утюг, наконец-то можно будет поутюжить наши вещи, и даже гладильная доска. В душевой комнате, конечно же, раковины, еще одно зеркало чистенькое, естественно, унитаз и душ, как мы видим, с обогревателем, поэтому горячая вода здесь точно есть. Мы, как обычно, начинаем свой день с завтрака, но не всегда его вам показываем. В этот раз решили немножко показать, потому что пробуем местное блюдо, которое называется пупусас. Похоже на лепешки, которые были в Мексике, типа тортили, но это немножко другое. Чаще всего такие лепешки можно встретить в кафешках, которые называются пупусерия. А само это блюдо называется пупусас. Выглядит оно таким образом, готовится из кукурузной муки. Получается что-то такое, знаете, вот как типа пирожки с различными начинками. Наиболее традиционально это с сыром и с фасолью. Здесь их лепят. Местечко очень популярное. У них меню есть даже на английском языке. Здесь очень много столиков. Кирилл уже ждет наши пупусасы. А ты любишь пупусас? Так как любите их вы, да? Да. Да, я люблю пупусасы. Также вместе с пупусасами подают капустку, похожую на нашу квашеную. И сверху еще эту капустку принято поливать томатной пастой. Эти лепешки всегда приносят такими горячими. У меня с чесноком и с кинзой. Да, помимо этого мы взяли еще с сыром и взяли еще с морой, сладкой ягодой. Стоимость $1, ну либо $1,5 за некоторые. Также они бывают еще с различными видами мяса, курицы, в общем, с чем только не бывает. Кстати, в этой кафешке они прям большие, я бы так сказала. Очень вкусно, мне нравится, сюда еще добавляют сыр. То есть ты выбираешь с чесноком, с любыми ингредиентами, но всегда добавляют немного сыра. Сейчас мы находимся уже в шумном месте. Здесь огромный рынок. Также здесь находится автовокзал. В прошлом выпуске мы с этого автовокзала добирались до горячих водопадов, а сегодня отправляемся на горячие источники. В автобусе очень много продавцов. Продают все, что можно. В основном что-то из еды. Потому что здесь рядом находится что?
огромный рынок, где есть и фрукты, и чипсы, и какие-то вешалками они здесь торгуют. Поэтому пока автобус не набился, продавцы заходят в переднюю дверь, выходят в заднюю, им достаточно комфортно здесь перемещаться. Больше часа мы ехали в город, который называется Ауачапан. И сейчас нам еще предстоит добираться до горячих источников отсюда, порядка 5 километров еще. Это наша самая дальняя поездка из Санта-Анны. До этого мы, когда ездили к водопаду и к руинам, это было гораздо ближе. Но стоимость проезда не меняется, $50 с человека. Сюда мы доехали на тук-туке, заплатили $4 водителю, потом на входе на горячие источники Санта-Тереза заплатили еще по $10 с человека. И теперь мы уже на территории. На территории этого курорта около 13 бассейнов, все они с разной температурой, но все эти бассейны природного вулканического происхождения. На территории помимо термальных бассейнов также есть еще отель, в котором можно остановиться, но территория, надо сказать, немножко подубитая. Требует ремонта, никаких табличек не видим, потом не видим никакой карты нормальной, то есть куда идти, непонятно, ни одного указателя. В общем, немножко странно это все пока выглядит на самом деле, но попытаемся что-то найти симпатичное здесь. Наконец-то мы увидели хотя бы одну табличку. Сейчас подошли к бассейну, который называется «Магия». Ну, магия, дамы и господа, конечно, надо сказать, выглядит немного сомнительно. Здесь купаются немного местных, туристов почти нету. Повсюду запах вот этой серы вулканической. Пока гуляем по территории, ощущение такое, что здесь недавно ураган какой-то пронесся. Здесь и плитка сломана, много мусора. Поэтому территория, как я уже говорил, требует уборки и ремонта. А некоторые бассейны и вовсе заброшены, например, как этот. Видно, что здесь уже за ним никто не ухаживает. Все в плачевном крайне состоянии, ржавое. Сейчас мы дошли до озера с утками. Ну и правда, вдали вот там вот можете наблюдать уточки. Уж не знаю, чем закончился прошлый кадр, но на Кирилла напала утка. Он упал, поэтому мы сейчас пошли в туалет. Он хочет промыть свои раны, у него пошла небольшая кровь. Вот. А вот Кирилл. Ну что, показывай, что там у тебя, какие раны. Так, в итоге на меня напала утка. Поцарапала руки, коленку, в общем, упал. Покажи коленку. Ну так, немного. Да, так ссадины. Ну, руки вот. В общем, не принимает нас это место. Умудрился быть атакованным уткой. Ну, то есть, ну, это же совсем... Ну, это какая-то огромная утка была. Как Кирилл говорил, на территории очень много бассейнов, но некоторые из них даже не действующие. Сейчас мы вернулись к самому первому. Большой бассейн. Но здесь вода абсолютно прохладная, мутного цвета, но это благодаря содержанию серы и других минералов, которые содержатся в гейзере. Рядом с большим бассейном находится маленький, его еще называют здесь природный джакузи. Вот здесь вода действительно горячая. И многие рекомендуют перед тем, как заходить в воду, проверять температуру, потому что иногда у некоторых людей случаются даже ожоги. Ой, вот в эту водичку вообще так приятно заходить. О, как будто бы лежишь в очень горячей бане. Расслабляет. У меня сегодня немножко болит спина. И вот мне кажется, что для спины сейчас это самое то.
О, хорошо. После горячего бассейна прохладный кажется совсем холодным. Это, знаете, такое ощущение, как будто бы ты парился в сауне и сейчас заходишь в холодную купель. Но тоже очень приятно. О, освежает хорошо. Кстати, даже не все могут зайти в тот горячий бассейн, потому что они дотрагиваются до него, и все такие, ой, горячо-горячо, и уходят от него, смотрят, что я купаюсь там совершенно одна. О, ну, прям вот так сейчас расслабляет, хорошо. Говорят, что в этих местах находится самый крупный гейзер в Центральной Америке, и поэтому здесь так много источников. Некоторые из них даже предупреждены, потому что там очень горячая вода, и там это больше похоже действительно на гейзер, а не на обычные бассейны. И получается, что температура воды зависит напрямую от воды, которая содержится в недрах этой земли. Некоторые бассейны совсем не глубокие, поэтому они идеально подходят для отдыха с детьми. Вот, например, видите, как эта девочка купается. Она тоже сначала хотела зайти в горячий бассейн, но бабушка ей не позволила. В каких-то местах глубоко, в каких-то не очень. Но место, где поплавать, действительно есть. В центре этого бассейна находится небольшой островок с различными цветочками, растениями. Цветочков на территории очень много. Все они очень красивые, но действительно нуждаются в дополнительном уходе. Многие из этих листьев попадают в воду, и бассейны очищают не так часто, как хотелось бы. Потому что вот я сейчас плаваю, и видите, я плаваю вместе с этими листочками, цветами. Где-то попадаются даже вот эти вот браслетики плавающие. Возможно, и очищают бассейны, но, как я и говорила, не так часто. То есть вот так вот плаваю я и плавает стаканчик. Сейчас мы пришли в другие бассейны. Вот видите, сколько людей. Кто-то сидит за столиком, кто-то купается. Купается прям в футболках, в кепках мы видим. Ну, в общем, на любителей, конечно, все эти ванны. Хотя Тома говорит, ей понравилось, представляете? Вот мне пока как-то не очень. Но я думаю, тоже искупаюсь, чтобы немножко промочить свои ссадины. В прошлом бассейне я не купался, но мне здесь на самом деле достаточно тепло. А ты вот в этот бассейн еще попробуй? Ой, ну здесь, наверное, как вот во вчерашних горячих водопадах. Где-то плюс 35, а сейчас вот в соседнем, наверное, плюс 30. Я думаю, не больше. Приходится пробираться в некоторые ванны самим. Потому что нет оборудованных лестниц. Но здесь много чего нет оборудованных, надо сказать. Нет, для меня самая главная проблема здесь это то, что в воде присутствуют, блядь, стаканчики, браслеты. Ладно уж там листочки с цветочками, это еще полбеды. А вот то, что здесь банки, и за этим не убирают, ну это как бы, ну, очень странно. Да, это мы еще выбрали сейчас бассейны, которые немножко почище, потому что находятся поодаль. Вот, а так мы здесь не видим даже душевых кабин, где могут люди принять душ, прежде чем погрузиться в бассейны. Ну, в общем... Я хотела с одного бассейна перепрыгнуть сейчас в другой, но здесь прям очень горячая вода, вот прям, знаете, кипяток. То есть я даже не могу туда опуститься. Смотри. Ау! Представляешь? Да, мы видим, как эта вода сюда по шлангу поступает. Если, конечно, инфраструктуру не брать во внимание, то сама территория очень красивая, живописная, зеленая. Здесь много различных пальм, цветов. Просто нужно немножко потратить сил и средств, наверное, на ее восстановление. Сейчас мы как раз проходим домики, в которых могут гости остановиться здесь. Порядка $160, насколько мы видели, стоит ночь. На территории, помимо горячих источников, зона ресторана, также отеля,
Есть еще за дополнительную плату услуги термальных спа. То есть вас могут обмазать глиной, какой-то вулканической смесью. Все тело за $15. Еще на территории есть массаж. Сейчас мы туда отправим Томочку. Стоимость за 30 минут $25. Это будет мой первый массаж в Центральной Америке. Наконец-то. Вот это массажный стол. Где-то минут 25 у меня был массаж. И сейчас мне нанесли скраб на кожу. Очень приятный запах такой апельсиновый. Сказали подождать 5 минут. Я думала, что в течение этого времени будут тоже проводить массаж, но нет, просто лежишь с этим скрабом. Возможно, будет потом еще массаж лица. Но так, в целом, конечно, очень приятно. Видно, что здесь работают профессионалы. И в плане массажа у меня вообще никаких абсолютно претензий нет. Прямо, знаете, вот знает болевые точки массажистка, где видно, что они сертифицированы. Здесь еще дует немного вентилятор, поэтому комфортная температура. Это, конечно, было удачное завершение нашей прогулки по этим термальным источникам, которые оказались не так удачны сами по себе. Вот, если делать какие-то выводы, потому что все-таки, как мы уже говорили, не хватает там и душа, не хватает и больше раздевалок, они есть в каких-то определенных местах, но это, знаете, это как больше как туалет, а не именно раздевалки. Кстати, если делать парный массаж, то это будет дешевле, это будет стоить $35 с 2 человек. Но Кирилл не особый любитель массажа, а я вот прям очень люблю, мне его не хватало. В Центральной Америке я его не делала еще ни разу, потому что, ну, он здесь достаточно дорогой. В Мексике он был еще дороже, в Сальвадоре еще более-менее приемлемая цена. Я видела, что в городе Санта-Ана делают массаж по $45 за 45 минут. Как я вам говорила, массаж мне очень понравился. Было, наверное, минут 20-25. Потом мне нанесли скраб и сказали ждать 5 минут. Я жду. И потом я, в общем, уснула на самом деле. Просыпаюсь, и никого нету. Я вообще не поняла этой фишки. Я думала, что ко мне придут, смоют с меня вот этот скраб, сделают еще массаж лица. Но ничего подобного не было. Я выглядываю, значит, из своей комнаты. Смотрю, все разошлись. Потом такая, ау, типа, говорю. Они говорят, а что вы там лежите? Идите, смывайте. То есть самим нужно смывать вот это вот все скрабирование. А с меня еще вот это все смывается очень плохо, потому что у меня достаточно жирная кожа. Вот, я смывала, наверное, минут 5. Видите, я еще такая немножко сонная. До сих пор чувствую вот этот скраб, он хоть и приятный, но смывается сложно. В общем, смыла, все мне понравилось, не считая вот этого последнего момента. Было так, знаете, прям я расслабилась. В общем, ты можешь рекомендовать массаж здесь? Да, массаж могу рекомендовать, но вы знаете, что в конце вам нужно самим снимать весь этот скраб, а не дожидаться массажистку. И лучше идти здесь сюда вдвоем, потому что это тогда стоит $35. Купили себе попить. Здесь немножко подороже водичка, чем в магазине, $1.50. Мы сейчас идем к выходу, и здесь видим уже вулканические гейзеры, необорудованные. Посмотрите, какая здесь сухая земля, из-за того, что они очень горячие. В некоторых из них температура достигает 70 градусов. Провели мы на территории термальных источников около 3 часов и уже собираемся возвращаться обратно. Приезжать ли сюда из Санта-Аны, проделав такой путь в 1,5 часа, ну, решать, конечно, вам, но мы бы, наверное, второй раз уже точно бы сюда не поехали. Если бы, конечно, была своя машина, то добираться гораздо удобнее, а так получается, что автобус, потом тук-тук ловили, сейчас мы просили заказать нам такси, чтобы добраться обратно. Да, мы вышли сюда к пункту охраны, потому что никакого ресепшена здесь нету, спросили, есть ли такси, нам сказали, ну, давайте за $6, то есть, ну, $6 это такой, знаете, здесь по местным меркам тоже оверпрайс, чтобы добраться только до города, потом нам еще больше часа на автобусе ехать, который стоит будет $1 за двоих, поэтому... Да, на самом деле мы ожидали чего-то большего, потому что нам рекомендовали это место очень многие, и оно является топ-местом в Сальвадоре. Да, мы думали, здесь будет красочная территория, много красивых бассейнов. Бассейнов действительно здесь много. Мы, наверное, не все еще обошли, вот, но территория, как вы видите, уже такая приходит в упадок, я бы сказал. Требуется уход, некоторые сотрудники просто ходят, отдыхают. Да, зато в зоне ресторана по 7-8 человек стоят, ну, в общем... Мы задачу даже ждали, наверное, минут 5, потому что у них ее не было. Да, но в любом случае, друзья, вот такой вот опыт, он тоже полезен. Поэтому, если вам понравилось это видео... Ставьте лайк, пишите комментарии, задавайте вопросы и всем до новых встреч. Еще увидимся. Всем пока. Всем пока.